Друзья, всем привет! Мы всем семейством собрались в такое не очень приятное место, но нужно его посетить. В общем, мне нужно съездить в стоматологию, потому что у меня начал опять расти зуб мудрости, и он мне не дает покоя. Вот. Поэтому Саша мне нашел стоматологию русскоязычную, и мы сейчас направимся туда. Видимо, я стала чересчур мудрая. Солнце светит. И, в общем, я решила его вырвать. Он у меня рос уже, но не было прям таких болевых ощущений. А сейчас вот как будто прям упирается мне в десну. Не туда, куда надо. В общем, надо вырвать. Поедем в стоматологию. Поцелуй маму. Папа. Тащит меня куда-то. И куда ты меня тащишь? Там просто за углом есть детская площадка. Я надеюсь, не она. Кота, 22-й нельзя уехать? Можно? На нем поедем? Мою достал? Мама, Тики! Кто там? Тихо, тихо. Мама, Биби! Биби, да, тихо. Папа! Папа, как ты говорила? Дай! Как? Алиса, где зайка? Покажи зайку. Вот, А Мишка где? вот. Молодец. Папа, ты где? Так, мы приехали. Опоздали на 10 минут. Саша говорит, что из-за меня, но опоздали мы не из-за меня. Мы сели на другой автобус, который поехал по кругу. Если бы мы сели на тот, на который я смотрела, то мы бы успели. Вот так выглядит стоматология. На первом этаже детская. Здрасте. Здрасте. Да, на второй этаж. Ага. Папа! Папа сейчас придет. Ой, здесь какой-то, смотрите, балет. Всем привет еще раз. Так, нам надо второй этаж. Закрываем. Алиса? Дай. Тут высоко, видишь, кнопочки. В общем, сели мы на другой автобус, поэтому так все долго получилось. Ну, видимо, не страшно. Давай, заходи. Выходи, точнее. Тут туалет. Топ-топ. Вау! Стой. Папу подождем давай. Такой вход в стоматологию. Алиса, ты будешь врачом? А? Там делают какие-то процедуры. Алиса, иди сюда. Вообще-то странно, да? Ты сидишь, ожидаешь, и за прозрачным стеклом уже лечат зубы. Алиса. Кошмар. Я бы не хотела так лежать, если честно. Я вообще боюсь стоматологов. Алиса выгоняет. Еще смотрите, здесь в стоматологии есть одноразовые зубные щеточки, зубная паста, и вы можете почистить зубки. Прикольно, да? Вот такая вот комнатка. Короче, мы пришли и сидим, ждем, позовут нас. Я не спрашиваю, потому что мы опоздали. Хорошо, что вообще примут. Вот. И пока я тут сижу, мне становится страшно. Я боюсь зубных. Алиска развлекается.
Меня посадили на кресло, я уже боюсь. Должны просто посмотреть, по идее. Что делаешь тут? Смотри книжку. Мне сделали анестезию. Я сижу, жду. Немножко немеет, но... Короче, он сказал, что она здесь не такая сильная, как в России, и я начинаю переживать. Ну, это значит, что она не так сильно обезболивает. Ой, идут. Без страховки вышло бы 138, а со страховкой 16400. Ну, ничего, нормально. Такое это Но дали. все равно не на все действует государственное, да? Действует на кровочистку, действует, потом на лечение зубных нервов. Это если вы хороший. 16400. На пломбу действует, но эти пломбы, если первый этап заражения кариеса, да, если первый этап заражения кариеса, Алиса. Кто тебе справа треснул? А я могу открывать? Я? Папа. Короче, мне так страшно было, капец. Они укололи обезболивающее. Мне кажется, что оно не так сильно замораживало. Меня слышно, я надеюсь? И я испугалась. У меня же на сердце начало вот так бить, потому что он сказал, если будете чувствовать боль, поднимите левую руку. Я сразу подняла левую руку. И потом он что-то, видать, сделал, может, еще вколол. И тут же начал все равно там что-то делать. И у меня сердце так начало биться. Я думала, все, капец, я сейчас умру от боли. Короче, и тут начали кресло поднимать. И говорят, все. Я же офигела. Короче, сказали, что все, вырвали. Надо еще прийти. Нам выписали таблетки. Сейчас мы пойдем в аптеку. Пойдем, в общем, в аптеку за этими таблетками. Нужно будет через 2 часа что-нибудь съесть и выпить таблетки, потому что на голодный желудок сказали, пить нельзя. Вот, 3 дня. На 3 дня вроде. Да, на 3 дня, не помнишь? Вот сказал. На 3 дня этот курс таблеток. Я так разговариваю, просто там у меня вот этот диск, и мне его сказали зажать зубами. И вот я зажала, поэтому я так разговариваю. И еще выдали такой же диск ватный. Ну, марлечка там специальная. Короче, сменить потом, если вдруг кровь не остановится. Короче, я больше боялась. Сейчас пропью эти таблетки, и в четверг нужно будет приехать сюда еще раз. Через несколько дней, получается. Ты застряла? Алиса застряла. В общем, нужно будет приехать сюда еще раз, чтобы они... обработали мне эту ранку и вообще посмотрели, как там все заживает. В общем, мы пошли в аптеку. Пи-пи. Пи-пи-пи. Аптека. Алиса, теперь сама вместе с таблетками? Алиса, иди сюда. Все в таблетках. Утро, днем, вечером. Утром, днем и вечером. Да. Алиса, восы.
Хочу вам показать поближе, как выглядят таблетки, которые мы купили в аптеке. Продаются они вот в таком мешочке. Здесь написаны таблетки, которые там лежат, с картинками даже, видите, нарисованы точно такие же, как они есть на самом деле. Здесь еще какие-то картинки, смотрите. В общем, ну, разумеется, все на корейском. Она там что-то Саше объясняла, фармацевт. Ну, вообще, в принципе, здесь и так все понятно. Вот написано 333. Пить нужно утром, вот солнышко, в обед и вечером. 3 раза по 3 таблетки получается. Вот в таком пакетике, и на нем информация. Так, как они выглядят. Вот такие пакеты. И очень удобно, видите, сразу одна доза, которую вам надо выпить. Удобно брать с собой. Если вдруг вы не дома, вот можете взять, оторвать, сколько вам нужно, на сколько приемов, и выпить где-нибудь в дороге. В общем, удобно. Вот. Тут я уже один выпила вчера. И дальше сегодня буду пить. Вот такие, в общем, лекарства прописали мне в стоматологии. И вот, кстати, стоимость их вообще очень даже бюджетна. Я, если честно, думала, что все это дело обойдется намного дороже. Ну вот, за лекарства мы отдали всего 400 копейки. И за то, чтобы вырвать зуб, получается, они мне сделали снимок, мы вырвали зуб тоже. В общем, я считаю, что очень дешево. Конечно, если бы у меня не было бы страховки, было бы в разы дороже. Так что, ребята, если вы собираетесь ехать в Корею, обязательно делайте себе государственную страховку. Мы идем в сад. Алиса решила одеть очки. Самое время, когда пошел на улицу дождь. Она у нас такая деловая в очках. Да, Алис? У нас сезон дождей. Да, Алис? Мы сегодня идем всем семейством. Отведем Алиску в садик. Потом пойдем по делам. Алиса. Алиса, кап-кап. Кап. Заходим. Топ-топ-топ. Дождь. Ну, кстати, смотри, для зонтиков. Детские зонтики. Есть специальная штучка, оставляю. Зонтик вставляй. Да. 오늘 들어갔어. 우리 주변에 비어져가지고. Все, молодец. Камеру выключи. 오늘 들어갔어. 뭐라 없어. 주변에 들어갔는데. Алиса, помаши. Помаши. Алиса. 빨리 올라가. 빨리 가야 돼. 그때 들어와. 이지. 빨리 올라가 빨리. 수빈이 올라가야지. 올라가. 빨리 가야 돼. Отвели ребенка в сад. Пошли в банк. А он еще закрыт. Откроется только в 10 часов. Мы решили пройтись по пьянке. Дождик капает. Я надеюсь, что они не будут лить целый месяц. Потому что вообще передали сезон дождей. Он что-то чуть-чуть покапал, потом несколько дней вообще не было. Сейчас вот опять немножко идет. Я не скажу, что прям ливень, но капает. Я не очень люблю дожди. Новый магазин тут на пьянке открылся. Дождливая улица. Торговля также идет, только не так широко выкладываются. Мы, в общем, решили
Пока банк закрыт, думали открыть магазин. Сходить в магазин, мне надо было в Олифьян. Посмотреть Пушон. Он тоже закрыт. С 10:30 работает. Вот так вот. Я думала, пока это дело сделать, пока банк закрыт. Да все закрыто. Все поздно открываются. Говорят, что в Корее рано все начинают работать. Видимо, не в таких сферах. В общем, ходим, ждем. Если бы не было дождя, можно было съездить куда-нибудь в другой город погулять. А так, что не хочется в дождь. Такой идет не маленький. Это не батарейка, это память. А, да? А там что? Домичек. Мы пришли в банк. Ждем очередь. Нам нужно сделать карту. Капец, все промокло. Все ноги мокрые от дождя. Смотрите, какие стаканчики в виде пакетиков для воды. Стакан. 대기석에서 기다려 주십시오. Прикольно, да? Дождь идет и идет. А у нас сегодня день какой-то ходьбы. Пришла наша очередь в банке. Нам нужно было открыть карту, куда можно перечислять доллары. А нам сказали, что для этого нужен еще паспорт. А у нас только танжанка была с собой. Вот мы пошли обратно домой за документами. В общем, сегодня ходим и ходим, ходим и ходим. В дождик. Дождь вообще поливает. Стал такой сильный достаточно. Капец. С Алиской весело будет под дождем ходить. Устал ходить. Слушай, говорит, устал ходить. Ходим туда-сюда сегодня весь день. Ну ничего. Движение — это жизнь. Польет. Дождь капец льет. Не щадит. Вот так вот. Решила вам показать, как это выглядит. Я не знаю, на видео понятно или нет, но он такой прям сильный. Ага, мусор уронили ветром и дождем. В общем, поливает. В том году вообще, когда был сезон дождей, были пострадавшие люди, до сих пор там числятся, ну как до сих пор, видимо, уже не найдут, но есть без вести пропавшие, и кто-то погиб из-за вот этих дождей. Машины позатапливало, квартиры, которые находились на -1 этаже. В общем, вообще говорили по прогнозу, что в этом году будет еще сильнее. Но вот до сегодняшнего дня не так уж и много было дождичка, а сейчас что-то прям льет. В общем, весело у нас.
мокрый. Зонтик чуть-чуть ниже возьми. Здесь, смотрите, строят, где школа. Такой проект. В 2025 году должны построить, ветер. Пойду там, где школа, детский сад пришкольный. Так, идем. Тут, кстати, русский магазин вот этот, добрый написан, он постоянно закрыт. Ой, ветер. Ураган. Так, меня, наверное, не слышно. Я ничего не вижу. Льет. Мы побежали домой за документами. О, укрытие. Поливает. Вообще не очень сейчас, конечно, тем людям, которые... Ну, у Саши все шорты мокрые. Весь мокрый. Не очень тем людям, которые живут в квартирах, которые находятся на -1 этаже. Потому что если такими темпами будет идти дождь, то у них будет не сухо. Бьет. В общем, без машины весело, ребят. Ходить под дождем вообще. Я специально одела сегодня шорты. Когда увидела дождь, что думаю, будут мокрые штаны. Но не настолько. Вода вообще прям ручьями. Капец. Надо переждать. Может быть, будет чуть поменьше. То, что поливает. Видите, какой ручей. И такой дождь вот прям льет. И вот представляете, квартира, которая внизу. У них окна. Ой, пол окна выходит на уровень с дорогой. Конечно, туда будет вода затекать. Вообще, да? Ручей. Представляешь, что с этими квартирами? Мы пришли под крышу. Что с этими квартирами, которые пол окна вот выходят на дорогу? Порвало? Да. Капец. Ну, я говорю, да, в том году пострадавшие были, наводнения вот это. Унитазы кверху всплывали. В общем, весело было. Мы пришли в банк со второго раза. Первый раз нам сказали, что нужны дополнительные документы. Мы пошли за ними. Придумал? Конечно. Короче, я возмущена. Представляете, я вообще не то что возмущена и удивлена. Мы сделали все дела. Выходим из банка, взять наш зонт, а одного нету. Просто нету. Просто сперли зонт. Как так вообще? Просто мы при входе, здесь в Корее почти везде, возле каждого магазина, банка, специальные корзинки для зонтов. Вообще, мы поставили туда зонты. Вот сюда, вот так вот. И пошли в банк. И в смысле выходим, просто один зонт есть наш, а другого нет. Я вообще возмущена. Это зонт, с которым я танцевала. И его сперли. Новый мой зонт. Как они могли? И здесь стояли корейцы, молодая пара, и они поделились с нами зонтом, говорят, что у них два, ну типа лишних. И вот они дали один зонт Саше. И теперь у Саши не черный зонт, а вот такой прозрачный. Я все равно возмущена. Как так? Как можно взять и спереть зонт? Вот
так вот. Я не ожидала такого от Кореи. Мы пришли за Алисой. Мой цыпленок. Бежит. Привет! Алиса? Как тебе в садике? Привет! Кап-кап, да? Алиска вообще так радуется в саду. Что это? Это дождик, да? Алиса, дождик? Кап. Кап, да. Пи, да? Пи. Ау, ау. Дождик, пи. Все, забрали Алиску. Радостно, да? В саду хорошо тебе? Кап-кап. Да, сегодня они не гуляли из-за дождика, были в группе. Но нам уже скинули фотоотчет, даже с видео на этот раз. Ей сегодня там было весело. Короче, было классно. Да, Алис? Тебе понравилось? Ну что, я опять приехала в стоматологию. Мне нужно повторный прием, чтобы они обработали эту ранку, где мне вырвали зуб. Вот, я уже поехала одна, потому что сегодня очень дождливый день, и не хочется лишний раз, чтобы попасть под сильный дождь, чтобы Алиска у нас не заболела. Вот, поэтому я одна, Саша с Алиской остался дома. Я сейчас пойду в стоматологию, как я уже говорила, на первом этаже здесь детская, а на втором вон там вот, там взрослая. Вот, будут мне обрабатывать рану, надеюсь, будет не больно. Кстати, анестезия не такая сильная, как у нас. Мне кажется, у нас так лицо сильно, знаю, прям немеет и потом долго отходит. Здесь она как-то не не такие ощущения, хотя я в России часто лечила зубы, вот, и в разных клиниках. В общем, здесь это как-то чуть-чуть по-другому. Я боялась, что я буду чувствовать боль из-за этого сильнее, но нет, было все хорошо. И, кстати, зуб толком не болел. Когда я приехала домой, начало проходить, видимо, обезболивание, вот это. Чуть-чуть начал болеть, потом боль началась сильная, я сразу выпила таблетки и все. С тех пор я пью таблетки на 3 дня у меня, как я вам показывала уже. Вот, и боли вообще не чувствую. Сейчас пойду, узнаю, когда я перестану пить таблетки, может появиться боль или нет. Надо не забыть спросить, потому что если вдруг будет болеть, то будет не очень хорошо. Но я надеюсь, что уже не будет болеть. Таблетки эти на 3 дня, сейчас меня обработают, посмотрят. Я думаю, что будет все хорошо. В общем, меня ничего не беспокоит. Все, я пошла вовнутрь. В общем, я не успела зайти вообще в клинику, как они мне сразу сказали: Арина, повели в кресло. Я только села, они мне посмотрели, побрызгали на, получается, это место типа водой с лекарством, как объяснил мне русскоговорящий мужчина, который там работает, что у них какое-то современное крутое оборудование дорогое, которое вместе с лекарством вот так вот распыляется воздухом туда на рану, тем самым они обработали. Вот, заплатила я 4400, вообще немного, и я не знаю, это заняло минуту, наверное, и все. Я сейчас поеду домой. Если честно, мне кажется, что можно было этого и не делать. Но они настоятельно говорили мне, что обязательно нужно приехать. Вот я поехала. В общем, еду домой. Вот такой у нас день. Буду, наверное, с вами прощаться. Ставьте лайки. Я молодец, вырвала зуб. Я очень этого боялась. Поддержите меня в комментариях. И подпишитесь, если вы до сих пор не подписаны. Очень на это надеюсь, на ваши подписки. Все, всем пока.